Интимная близость во время беременности – довольно деликатный вопрос. Можно ли в этот период жить активной половой жизнью? Давайте сегодня постараемся найти ответ на этот непростой вопрос. Здравствуйте, мои хорошие! Достаточно долго бытовало мнение, что половые контакты во время беременности противопоказаны, потому что могут нанести непоправимый вред здоровью женщины и растущему в ее утробе ребенку. Однако современная медицина дает нам четкий ответ. Интимная жизнь в этот чудесный период не только разрешена, но и полезна. Конечно, если не имеется противопоказаний со стороны здоровья. Мало того, она может стать источником позитивных эмоций как для самой женщины, так и для ребенка, который чутко воспринимает все изменения в настроении матери. Но давайте по порядку. Весь период беременности в акушерстве и гинекологии разделяют на 3 триместра, завершающие дни которых, как правило, относят к наиболее опасным. Именно в это время в организме женщины происходят значительные изменения, а у плода закладываются наиболее важные системы и органы. По этой причине гинекологи советуют исключить возникновение любых стрессовых ситуаций и чрезмерных физических нагрузок, к которым, как вы уже догадались, относят и интимную близость. Непосредственно первый триместр на фоне зарождения новой жизни характеризуется разнообразными перестройками в женском организме, которые нередко являются причиной возникновения токсикоза, головокружений, слабости, тошноты и крайней раздражительности, что довольно часто выражается в отсутствии сексуального желания или возникновении дискомфортных ощущений во время полового акта. Мужчине в этот период не стоит проявлять настойчивость. Более того, нужно набраться терпения и постараться создать максимально комфортные психологические условия для своей прекрасной половины. А вот второй триместр по праву можно назвать рассветом женской сексуальности. В это время отступает мучивший предыдущие месяцы токсикоз. Успокаивается гормональный фон. Животик приобретает округлые формы, да и внешне, за счет работы все тех же гормонов, женщина становится намного более привлекательна. Негласно второй триместр еще носит название «золотой поры беременности». Зачастую в это время многие женщины начинают испытывать повышенное сексуальное желание, на фоне которого половой контакт дарит множество незабываемых минут влюбленным. Во время третьего триместра интимная близость осложняется лишь сильно выросшим животиком, из-за чего партнерам приходится искать позы, в которых на него не происходит давление. Как правило, гинекологи советуют прекратить любые интимные контакты за 2-3 недели до рассчитанного срока окончания беременности, дабы не спровоцировать возникновение схваток, которые могут стать причиной преждевременных родов. В то же время, в случае, если срок беременности достигает 40 недель, а родоразрешение никак не наступает, секс может помочь приблизить долгожданный момент появления на свет малыша. К абсолютным противопоказаниям к сексу во время беременности относят угрозу выкидыша, низкое или неправильное закрепление плаценты, многоплодную беременность, привычную невынашиваемость беременности и, конечно же, наличие у партнера признаков заболеваний, передающихся половым путем. Что касается видов интимной близости, то в случае, если ведущий беременность доктор не нашел никаких противопоказаний, вагинальным сексом можно заниматься без особых ограничений. Анальным – осторожно, строго соблюдая личную гигиену. А оральным, если у мужчины нет никаких заболеваний полости рта. Кроме этого, во время беременности выделения женских половых органов приобретают специфический запах. По этой причине оральный секс также требует особо тщательной гигиены половых органов со стороны женщины. Говоря о психологической составляющей обсуждаемого вопроса и особенно страхах, возникающих у половых партнеров, стоит отметить, что сексом следует заниматься только при наличии обоюдного желания. Особого разговора заслуживает страх, возникающий у многих мужчин, которые уверены, что могут нанести вред ребенку во время соития. Спешу их успокоить. Природа надежно защитила растущего малыша толстым мышечным слоем матки, околоплодными водами и плацентой. Безосновательные страхи будущих мам, связанные с тем, что ребенку может не понравиться процесс, которым занимается его мама.
Во время секса происходит активная выработка гормона счастья эндорфина, который не только повышает настроение, но и оказывает благоприятное воздействие на внутриутробное развитие плода. Более того, во втором и третьем триместре значительно повышается чувственность женщин, что не может не сказаться положительно на получаемых ощущениях. Вполне вероятно, что не испытавшие ранее оргазма достигнут пика сексуального удовлетворения, а некоторым посчастливится познать даже многократный оргазм. Соответственно, мужчины на фоне произошедших изменений тоже не останутся в минусе, получив незабываемые сексуальные впечатления. Особенно полезен секс без презерватива. Содержащийся в сперме гормон простагландин положительно влияет на шейку матки, помогая ей лучше раскрыться в ходе родов. Мышцы матки во время секса получают отличную тренировку, в результате чего будущая роженица замечательно подготавливается к схваткам, исключая вероятность возникновения проблем, связанных с родовой деятельностью. Ну и, конечно, следует отметить, что длительное отсутствие половых отношений закономерно приводит к накоплению негативных эмоций, что отрицательно сказывается на общем состоянии беременной и психологическом климате в семье. Непосредственно сам интимный контакт ни в коем случае не должен быть агрессивным. Постарайтесь не экспериментировать и отдать предпочтение спокойному традиционному сексу. Позы выбирайте удобные и приятные для женщины. Запомните, ни в коем случае не должно оказываться излишнее давление на живот будущей мамы. Не пугайтесь, если после интимной близости будет происходить незначительное сокращение стенок матки или малыш проявит повышенную активность. Это нормальное состояние, вызванное выбросом в кровь гормона удовольствия. Подводя итог сегодняшней беседы, хочется сказать, что сексом во время беременности заниматься не только можно, но и нужно, но только с одобрения вашего врача-гинеколога и в максимально щадящем режиме, не забывая все те нехитрые тонкости, которые мы с вами обсудили. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!